И мы давайте все встанем и будем петь псалом. Манит сердце мечтою, вы с небес голубая. С небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он врачует недуги, удаляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дарует прощение, мир и радость без меры, и второе рождение, только искренно веруй. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. At the end of this session, we'll have a chance to talk to each other. You'll have a chance to ask some questions. В конце сессии у нас будет возможность пообщаться друг с другом, задать вопросы. But in this final session, Но пока у нас будет эта последняя very сессия, quickly, I want to talk about two things. очень кратко и быстро я хочу поговорить о двух вещах. I want to talk about the way we think about evangelism, our mindset. О том, как мы воспринимаем и думаем о евангелизме, как наш мозг настроен. God honors faith. Бог, Он почитает верность и веру. And when we do evangelism, И когда мы занимаемся we евангелизмом, need to do evangelism with a kind of faith that gives us confidence. то нам надо делать так евангелизм с такой верой, которая дает нам уверенность в том, что делаем. And to say, by our attitude and by our words, И, другими словами, нашим поведением, нашими словами, которые мы говорим, that we are going to succeed. все это должно показывать, что мы движемся к успеху. Here's what I say to our team. Вот что я говорю нашей команде. I want you to believe, Я хочу, чтобы вы верили, before we sing перед тем, как мы and будем before we петь, preach, и перед тем, как мы that проповедуем, people are going to be converted to Christ tonight. что люди сегодня реально покаются. Now, I was not always like that. Я не всегда так говорю. I can tell you there were times in my life Могу вам сказать, что были времена в моей жизни, когда when I preached я проповедовал, and I secretly thought, и я думал на самом деле внутри, is anybody going to give their life to Christ? кто-нибудь сегодня отдаст свою жизнь Христу? And I, before God, said, change the way I think. И Бог говорил, я говорил Богу,
поменяй то, как я думаю. So that when I preach, Чтобы когда я стою I'm проповедовать, thinking like this. я думал вот так. How many are going to give their life to Christ? Сколько из них на самом деле придут сегодня ко Христу? Not a negative mindset. Не негативно настроенный ум. Is anybody going to come to Christ? Типа, кто-нибудь придет ко But a Христу, positive mindset. но позитивный How настрой. many are going to come to Christ? Сколько из них придут ко So that Христу? when you're witnessing one-on-one with a person, И когда вы кому-то один на один свидетельствуете, don't witness to them thinking, well, I don't think she's going to turn to Christ. не общайтесь с человеком, думая, ну, вряд ли он придет ко Христу. In faith, Но в вере witness saying, I know that you want to settle this with God. общайтесь и говорите, я хочу, чтобы этот человек остался с And Богом. I'm here to help you. И я здесь для того, чтобы ему помочь. We need to do evangelism Нам надо заниматься евангелизмом with the same spirit с таким же духом, that Nehemiah built the wall of Jerusalem. с каким Неемия строил стены Иерусалима. Do you know what he said to his workers? Знаете, что он говорил своим рабочим? We are going to succeed. Мы построим, мы будем успешны. God is going to help us, Бог нам поможет, and we are going to succeed. и у нас все получится. I know that we don't want to be prideful, Я знаю, мы не хотим гордиться, быть and гордяками. Ukrainians have a wonderful spirit of humility. И украинцы, у них чудесный дух человечный, дух смирения. But preaching the gospel Но проповедуя Евангелие with the thought, с мыслями nobody's going to turn to Christ, «вряд ли кто-то придет ко Христу», does not honor God. это не воздает славу и честь Богу. For you to be before 15 children И чтобы вы стояли перед 15 детьми, from age of 14 down to 9 возрастом с 14 до 9, and to teach them about Jesus Christ, и уча их о Иисусе Христе, thinking while you're teaching, и думая во время того, как вы учите, none of these children are ever going to be saved. что вряд ли кто-то из этих ребят когда-то How спасется. does that honor God? Как такое поведение Богу славу воздадет? We need to believe that the gospel is powerful Нам надо верить, что Евангелие, оно имеет and силу, that God is helping us и что Бог помогает сейчас нам, and they are going to come to Him. и что они придут к Нему. I see a lot of negative Christianity. Я вижу часто много негативного I see it in христианства. America. Я вижу это в I see Америке, it in your country. я вижу это в вашей стране. Let me give you an example of it. Приведу вам пример. I know of an evangelist Я знаю евангелиста одного, that said to a boy, который сказал мальчику: tomorrow завтра after school, после школы, before the 7 o'clock service, перед 7-часовым служением вечером, can we get in my car мы можем сесть в машину к нам and go to the home of your friend и поехать домой к твоему другу and invite him и пригласить его to come to the 7 o'clock service? прийти на 7-часовое служение. This boy was a young Christian, Этот мальчик был молодым христианином, and he said, и он сказал: okay, хорошо, we can go to his home, мы можем поехать к нему домой, да. but he's probably not going to be there. Но он, скорее всего, не пойдет, Well, they went to his home, не будет дома. Они поехали домой, and they pulled up in front, они остановились возле дома. and this young Christian said, Этот молодой христианин сказал: I don't think we need to go to his house. не думаю, что нам надо идти к нему домой сейчас. He's not going to be there. Он не там. And they walked to the door, Они подошли к двери. and he said, Он сказал: even if he's there, даже если он там, дома, he's not going to want to go to us with us tonight to the evangelistic service. то вряд ли он захочет пойти с нами на это служение And the evangelist евангелизационное. said, И евангелист сказал: ring the bell. ага, ты позвони в And he rang дверь. the bell, И он позвонил в дверь and he said, и сказал: he probably didn't hear it. скорее всего, он этого не слышал. And sure enough, И я уверен, his mother came to the door, и мама подошла к and she двери, opened the door, она открыла дверь, and he called the boy's name, and he said, he's not home, is he? и мама пришла, открыла дверь, а этот мальчик говорит: он ведь не дома, да? And she said, yes, he is. А она говорит: мама, да, он And дома. he doesn't want to talk to me, does he? И он не хочет со мной говорить, And правда? his mother said, you're his friend. I think he does. А мама говорит: ну слушай, он же твой друг, And наверное, so хочет. finally he came to the door.
И вот этот парень пришел к And двери, this boy said, и этот мальчик сказал: "You would not like to go to the evangelistic service with me tonight, would you?" ты ведь не хочешь идти со мной на евангелизационное служение сегодня, правда? And his friend said, "Well, А друг сказал: ну, maybe I would." возможно, я пойду. And he said, "Well, I hope somebody invites you, А он говорит: ну, я думаю, кто-то тебя пригласит. and I hope he brings you." Я надеюсь, он тебя возьмет с собой. You can do evangelism Вы можете делать with евангелизм that negative mindset. с этим негативным настроем. They're not going to accept my invitation. Они не примут мое They're приглашение. not going to believe the gospel. Они не поверят в They're Евангелие. not going to repent. Они не покаются. That does not honor God. Такое поведение не отдает славу Богу. God honors expectant faith. Бог славится, когда вера ожидает результата. Let's invite them. Давай пригласим их. I'm sure they're going to want to come with us. Я уверен, они пойдут с I'm нами. sure God's going to help our pastor preach tonight. Я уверен, Бог поможет нашему пастору в I'm sure проповеди. that our people are going to be friendly and welcome him. Я уверен, друзья наши в церкви будут дружелюбны I к just нему и believe примут he's его. being drawn to Christ. Я верю, его сейчас влечет Христос. Listen, please. Послушайте. The mindset of evangelism. Настрой евангелизма. I believe God has gone before us. Я верю, что Бог идет передо мной. And I believe He has created a desire for people to respond to Christ. Я верю, что Он создал желание в сердцах людей прийти к Христу. Here is a biblical illustration. Вот вам библейская иллюстрация. When the Apostle Paul came to Corinth, Когда апостол Павел приехал в Коринф, there was not one single Christian in Corinth на тот момент тогда не было там ни одного христианина, that was a native of that city. который был родным из того города. Priscilla and Aquila came there, Там была Присцилла, Акила, but they had come as people not native of that city. но они там были приезжими. And Paul preached in the synagogue, И Павел там проповедовал в синагоге. and they threw him out of the synagogue. Они его выбросили оттуда. And that night, В ту ночь the Lord visited him Бог посетил его in a special way по-особенному and said, и сказал: Paul, Павел, keep preaching. продолжай проповедовать. I'm going to protect you. Я тебя And защищу. listen to what the Bible says. И вот что говорит Библия. I have much people in this city. У меня есть еще много людей в этом городе. Wait a minute. Подождите. Nobody was saved. Еще никто ведь не But спасся. God said, Но Бог сказал: you keep preaching, ты продолжай проповедовать, and they're going to be saved. и они будут спасены. I have much people in this city. У меня там есть еще много людей для этого. And I believe И я верю, that in your city, что в вашем городе there are people есть люди, who have been prepared by the Holy Spirit. которые уже есть приготовлены Духом Святым. They are prepared in a unique way. Они готовы по-особенному. Maybe they've gone through a divorce. Возможно, они прошли через развод. Maybe they drank too much vodka and almost died from a sickness. Возможно, они слишком много пьют алкоголя и чуть не умерли от болезней. Maybe they were rejected at the university. Возможно, кого-то выбросили из университета. But something happened. Но что-то произошло. Disillusioned with politics. Возможно, разочарование в политиках, A car crash. автомобильная авария. God uses those things to bring people to realize I need Him. Бог эти вещи использует для того, чтобы людей притянуть к себе. And I believe И я верю, that God goes before us. что Бог, Он идет перед нами. So that when I go to a city for an evangelistic concert, И когда я еду в город какой-то для I go евангелизации, with this attitude. я еду вот это ощущая. God has prepared some people Бог там приготовил to людей, respond to Christ. которые откликнутся на зов And Христа. I may not preach a very good sermon, И, возможно, я там не скажу идеальную but проповедь, they're not going to come to Christ because of my good preaching. но они придут к Христу не из-за моего хорошего They're going to come to проповедования, Christ because of the power of the gospel. но они придут к Христу из-за силы Евангелия. Listen, Послушайте. God told Paul,
Бог сказал Павлу: I've got people in this city у меня есть люди еще в who этом are городе, going to believe которые поверят, if you keep preaching. если ты будешь продолжать They were проповедовать. not yet Christians. Они, да, еще не христиане, But God said, но Бог говорит: I have much people in this city. у меня есть еще люди в этом городе. And I believe in any city in Ukraine, И я верю, что в любом городе Украины there are people есть люди, who, because of circumstances, которые из-за обстоятельств, maybe they picked up a gospel booklet, возможно, когда-то они взяли буклет maybe because of евангельский, the prayers of their grandmother, возможно, бабушка за кого-то молилась, and they are ready to receive Christ. и они готовы принять Христа. And when I go to those people, И когда я иду к этим людям, or you go to those people, когда вы идете к этим людям, we need to go with an attitude. нам надо идти с настроем, The gospel is powerful, что Евангелие, она Jesus will draw сильна. them. Иисус их притянет, and we привлечет. need to do evangelism А нам надо сделать нашу работу with a евангелиста positive confidence. с позитивным настроенной I believe уверенностью, you do want to come to Christ что я верю, что ты хочешь прийти к because Христу. God has convinced you that you need Jesus. Потому что Бог тебе уже сказал, что ты нуждаешься в Христе. So I welcome you. Поэтому я рад тебя We принять. just finished an 8-city concert tour in Ukraine. Только что вот мы закончили 8-дневный тур по Украине. And each night I preached on forgiveness. И каждый вечер я проповедовал о прощении. And here's what I said in the beginning of the sermon. Вот что я говорил в начале проповеди. I know you want to be forgiven. Я знаю, вы хотите быть прощенными. And I know that you need to be forgiven. Я знаю, что вы знаете, что вы нуждаетесь в этом. And I know that God wants to forgive you. И я знаю, что Бог хочет вас простить. So this is the message Поэтому это мое послание вам, you've always wanted to hear. которое вы всегда хотели услышать. All of that was said in a positive way. И все это звучало с позитивным настроем и Because отношением. I have confidence Потому что я был уверен, that God is at work in Ukraine. что Бог сейчас работает в And Украине. there are people ready to come to И Christ. что есть люди, готовые прийти ко Христу. And if I give them the opportunity, И если я дам им возможность, they're going to say yes to Him. они скажут «да» Ему. That's true about your Sunday school class that you teach. Это же происходит и в классах воскресной школы, где вы That's true about the преподаете. house church that you're in. Или в вашей домашней церкви или группе. That's true about some of the people in your family. Это правда насчет друзей в ваших семьях. We should do evangelism Нам надо делать евангелизацию with confidence с уверенностью, created by faith. которая создается верой. I believe you are going to come to Him. Я верю, что вы придете к Нему. Many times I say that from the pulpit. И очень часто я это говорю с кафедры. You know the life that you're living is not bringing you joy and peace and happiness. Ты знаешь, что жизнь, которую ты живешь, она не принесет тебе радости, мира и счастья. And you're sick of that kind of lifestyle. И тебе уже все это надоело, такой And you стиль wondered, жизни. И ты думаешь, Isn't there something better? есть ли что-то лучшее, чем это? Am I always going to live like this? Неужели я всегда вот так буду жить? Confused, Запутанным, empty, пустым, dirty on the inside. грязным внутри. Some of you have always thought, И кто-то из вас постоянно is думает, this all that life is supposed to be? что вот это и есть жизнь? Well, I've got good news for you. Поэтому у меня к вам хорошая Your новость. sins can be forgiven. Твои грехи могут быть God прощенными. can love you in ways that you could never imagine. Бог может любить тебя так, как ты себе представить даже не And He's можешь. got a wonderful plan for your life. И у Него есть чудесный план на твою жизнь. But you have to come to Jesus Christ Но тебе надо прийти к Иисусу Христу in repentance and faith в покаянии с for верой, this wonderful new life to start in your life. чтобы вот эта чудесная новая жизнь началась у тебя. And before you came here tonight, И перед тем, как ты пришел сюда сегодня, we prayed that you would come to Him. мы молились о том, чтобы ты пришел к And we Нему. believe God heard that И prayer. мы верим, что Бог услышал нашу So молитву. many of you are going to И say, поэтому многие из вас скажут, yes, да, I leave the old life. я жил старую I want a жизнь, new life. но хочу новую And жизнь. it's going to be a wonderful night Это будет чудесный вечер, because you are going to come to Christ. потому что ты придешь ко Христу. Many times I start sermons with that positive attitude. Очень часто я именно вот таким позитивным моментом настраиваю и начинаю свою With проповедь. confidence. С уверенностью, Look into the eyes of the people you teach in Sunday school.
Смотрите в глаза тем людям, которым вы преподаете And tell на them. ваших уроках, и говорите им: God has a wonderful plan for your life. у Бога чудесный план на твою жизнь. And I am confident И я уверен, that you are going to give your life to Him. что ты отдашь свою жизнь And Ему. when I pray for И you, когда я о тебе молюсь, I pray, я молюсь: Lord, thank you Господи, спасибо тебе, that the people in my Sunday school class что люди в моем классе are going воскресной to come to школы, love you with all of their heart. они придут и полюбят тебя всем сердцем. Where does that confidence come from? Откуда такая уверенность приходит? Confidence in the gospel. Из Евангелия, Confidence in the power of Christ. благодаря силе Христа. So that we give people Итак, мы даем людям an understanding. понимание, I believe you are going to come to Christ. что мы верим, что они придут ко Христу. And I've prayed. И я молился. And I believe He's going to answer my prayer. И я верю, что этот человек откликнется на Божий зов. Listen Послушайте. to the contrast. Вот в чем контраст. Some of you are so evil, Кто-то из вас такой злой, it's going to take a miracle for you to find God. и для кого-то из вас это надо, чтобы чудо было, чтобы вы к Богу пришли. And most of you are not going to find Him. И большинство из вас его так и не Your найдет. heart is so hard. Ваше сердце Your такое mind is so твердое, ваш ум такой, There's very little chance и очень маленький that you'll шанс, ever come to God. что ты когда-нибудь I придешь don't к even know Богу. why I'm even preaching to Я you. даже не знаю, зачем я сегодня вам Your heart is so проповедую. hard. Ваше сердце такое I'm probably жесткое. wasting my time Скорее всего, я трачу свое even время, telling you about Jesus. говоря вам о People Иисусе like you даже. never come to Christ. Люди, как вы, никогда к Нему не Very little придете. hope for any of y'all. Очень маленькая надежда на You'll любого из probably all вас. go to hell. Скорее всего, вы все пойдете в ад. That is negative mindset, negative preaching. Вот это неправильный, негативный настрой и негативная проповедь. If we're going to be positive, Но если мы будем it позитивными, needs to be tied to our confidence in the power of the gospel то эта позитивность должна быть связана с and the верой power of Jesus Christ в Евангелие и силу to Христа, change people's lives. которые могут менять сердца людей And и if we жизни. don't believe God can change anybody, И если мы не верим, что Бог может кого-нибудь изменить, then I'm not even sure we should be spokesmen for Jesus Christ. то я не совсем уверен, что нам вообще надо быть глашатаями Христа. When I take a look at the cross, Когда я смотрю на крест, I say, я говорю: God can save anybody. Бог может спасти любого. And I can say to them, И я могу им говорить: there's a power that can make you into a new person. есть сила, которая может изменить тебя в нового человека. And I believe He's drawing you to Himself. И я верю, что Он сейчас влечет тебя к себе. So come to Him tonight Поэтому иди к Нему and сегодня. become another miracle of God's grace. И будь еще одним чудом Божьей I благодати. preach and give an invitation to people Я проповедую и приглашаю людей, based on that. основываясь именно вот на этом. So when you do evangelism, Итак, когда мы занимаемся do евангелизмом, evangelism with a confidence in the power of the gospel to change people. евангелизируйте с уверенностью в то, что сила Евангелия может менять людей. Secondly, Во-вторых, I want to talk about our methods in evangelism. поговорим о методах евангелизации. Listen to what the Apostle Paul said. Вот что говорит апостол Павел. You can look it up. Можно даже открыть. 1 Corinthians chapter 9, 1 Коринфянам, verse 9 глава, 22 25 стих. and verse 23. И 23, 22, 23. 22 and 23 in 1 Corinthians chapter Итак, 9. 1 Коринфянам, 9 глава, 22, 23. Listen to what he says. Вот что здесь сказано. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Now, what is the Apostle Paul saying here? Что здесь Павел говорит? I use every possible method Я использую любой возможный метод, to help people come to Christ. чтобы людям помочь прийти ко Христу. To the Jews, Для евреев I approach them like a Jew. я себя представлял им как еврей. To the weak, Для слабых I approach them like one who is weak. я был для них как тот, кто тоже слаб. To those without the law, Для тех, кто живут вне закона, I preach to them without the law. я проповедовал им без закона. What is he saying? Что он говорит? I adapt my
message. Я адаптирую свое Not change the Евангелие, свое message. послание. Не меняю его. He doesn't change the message, Он не менял but послание, he adapts the message но он адаптировал to the его people he's preaching to. для тех, кому он в данный момент говорил. Listen for a moment. Послушайте. If I was asked, Если бы меня спросили, will you come and preach? придешь ли ты попроповедовать? What is the first question I should ask? Какой первый вопрос я должен задать? Let me tell you the first question people ask. Вот первый вопрос, который люди спрашивают. When? Когда? How long? Как долго? What do you want me to speak on? О чем вы хотите, чтобы я говорил? That is not the first question that should be asked. Но не это должен быть вашим первым вопросом. The first question that should be asked is, Первый вопрос вот какой. who's going to be there? Кто слушатели? Who am I speaking to? Кому я буду говорить? If I'm speaking to a group of young people Если я буду говорить группе молодых людей, who are in jail because they've committed crimes, которые в тюрьме из-за преступлений, I approach that situation differently я совсем по-другому восприму эту ситуацию, than I would approach preaching чем когда я бы проповедовал to a group of people in a home where elderly people live. группе людей в доме престарелых. I preach the same gospel, Проповедовать я буду ту but же I use different Евангелию, illustrations. но разные I иллюстрации. adapt my presentation Я адаптирую свою проповедь to the crowd that I'm before. специально для тех, перед кем я стою. And if we are going to be effective in evangelism, Если мы хотим быть эффективными we евангелистами, must learn to use new methods. нам надо изучать новые методы. Ukraine has learned this very quickly. Украинцы учатся быстро. Children's camps, Детские лагеря, youth camps, молодежные лагеря, youth services. молодежные служения. What are you doing? То, что вы делаете. You are adapting for the group that is there. Вы адаптируетесь под ту группу, с которой вы работаете. So you don't run a children's camp and preach to those children И вы, не проводя детский лагерь, не проповедуете детям the same way you would preach to university professors. ту же проповедь, которую вы бы говорили профессорам в университете. When we came here doing English language schools, Когда мы приезжаем проводить школу some английского, people were very afraid. и некоторые люди очень боятся. What kind of songs are you going to sing? Какие в этом песни будете петь? You're not going to sing out of our hymn book? Вы не будете петь с наших сборников? We want you to sing songs that we know. Мы хотели бы, чтобы вы пели песни, которые и мы знаем. You're even going to sing secular songs Даже что? Некоторые мирские песни like You Are будете My петь. Sunshine, Как «Ты мое солнышко». and you're not going to preach the gospel to them the first day. И вы в первый же день не будете им о Евангелии What говорить. do we do? Что вы делаете? The first thing we do in our English language events Во-первых, первое, что мы делаем в нашей школе, is to make friends with people. это дружбу настраиваем с этими людьми. And we do that with the purpose of evangelizing them. И мы делаем это с целью потом их евангелизировать. Listen to this. Послушайте. They don't care what we believe Им все равно, во что мы там верим. until they believe we care. До тех пор, пока они не увидят и не поверят, что нам не все равно. Oh, you're interested in me? Ты реально мной You want to help me заинтересован? learn English Ты поможешь мне выучить so I английский, can make more money? чтобы я потом заработал and get a больше better денег job? благодаря английскому, нашел лучшую You работу. care that much about me? Тебе настолько не все равно ко мне? That's very interesting. Это очень интересно. How did you become like this? Как ты таким стал? Do you really want to know Ты реально хочешь how we знать, learn to help and love people? как мы научились любить и помогать людям? Jesus Christ taught us how to be like this. Иисус Христос научил нас And такими He быть. can make you into the kind of person that we are. И Он может тебя сделать таким же, как и мы. Really? Вот I оно didn't что. know that. А я не знал об этом. We are using different methods Мы используем разные to reach методы, different people. чтобы достигать разных людей. And if we are going to evangelize people, Если мы хотим евангелизировать людей, we need to understand that the Apostle Paul said, то нам надо понимать то, что говорил апостол Павел. I become all things to all men, Я стал всем для всех, that by all means, чтобы всеми способами, all means, всеми I способами might win some. я мог хоть кого-то спасти. But some of us
Некоторые из нас are doing church exactly like we did church 30 years ago. проводят церковные служения так же, как этого делали еще 30 лет назад. Nothing has changed. Ничего не поменялось. We sing a song, Мы поем песни, we have a short devotional, потом краткое слово, everybody prays, все the молятся, choir sings a потом song, хор поет, we all мы stand. все стоим, It's the same Sunday after Sunday. и все то же самое, воскресенье от Who воскресенья. told us to worship like that? Кто научил нас так You поклоняться? can't find it in the Bible. Этого в Библии нету. So I'm saying to you, И то, что я хочу we сказать can вам, use new methods. мы можем использовать новые методы. Oh, I know I have been criticized Я знаю, меня for критикуют bringing these Texas cowboys за то, что я привожу этих ковбоев who техасских, sing with guitars которые с гитарами поют and wear cowboy hats. в шляпах. That's fine. Ладно, Some people think that's a method that shouldn't be used. некоторые люди все равно думают, что это не тот метод, которым можно пользоваться. Okay. Хорошо. But when is the last time you put 1,200 people in October Palace Но когда в последний раз ты собрал 1200 человек в Октябрьском дворце, doing things the way you do them? делая то, что ты называешь методом? When's the last time 1,300 people came to one of your events to learn something that you were teaching? Когда в последний раз 1300 человек пришло послушать твоего учения на твой метод? At least we are using methods И как минимум мы методы that используем, attracts non-believers. которые привлекают неверующих. Here is what I was told in Hungary. Вот что мне сказали в Венгрии. I was in the largest Baptist church in Hungary, Я был в самой большой церкви баптистов там. and we did an English language school, Мы там провели школу английского, and about 700 people came и где-то 700 людей пришли, for 10 straight days. и 10 дней подряд. And a deacon in that church said, И диакон той церкви сказал, more people, non-Christians, больше have come неверующих to our church пришли в нашу церковь in the last 10 days за последние 10 дней, than in the last 5 years. чем за последние 5 лет. I'm telling you, Говорю вам, we have permission from God у нас есть разрешение от Бога to use creative methods использовать разные творческие методы, to building a bridge into people's lives. чтобы строить мост к жизням людей. I know somebody Я знаю кого-то, that is a woman это женщина, who has aerobics and exercise classes, у нее класс аэробики и упражнений, and she attracted 15 non-believing women to come. и она этим привлекла 15 неверующих женщин. Who ever heard of that? Кто еще мог подумать о таком? An exercise class Класс упражнений, and тренировки, aerobics аэробика, to get non-believers to come to the church. чтобы этим привлекать неверующих в церковь. And then she sat down and said, И потом они садятся и it's one говорят, thing to be beautiful on the outside, одно дело быть красивой снаружи, but it's more important to be beautiful on the но inside. намного важнее быть красивым And внутри. let me tell you how Jesus Christ can turn you into a beautiful person. И разреши тебе рассказать, как Иисус может тебя сделать красивой личностью. She used that method И она использует этот метод, to attract people to hear the gospel. чтобы привлекать людей, услышать в результате Евангелия. And let me tell you Говорю вам, that one of the women that came что одна из женщин, которая приходила, was a pole dancer, она танцует на шесте. and she wept И она плакала, when the gospel was Когда- presented to her. она услышала Евангелие. English language schools, Школа английского? why do you want to do that? Зачем тебе это все делать? Well, we had 1,300 people come, Ну, к нам пришло 1300 человек. and 70% of them were non-Christians. И 70% из них были And we неверующими. told them about Jesus. И мы рассказали им о Иисусе. And we invited these Texas cowboys to come. И мы пригласили этих ковбоев из Техаса. And some nights we had over 1,000 people. И в некоторых концертах у нас было 1000 And человек и больше. 70% of them were non-Christians. И 70% из них это What неверующие. did you do? Что же вы делаете? You used a creative method Вы ищете творческие to методы, attract people чтобы привлекать to людей, hear the gospel. услышать Евангелие. I know
you feel the same way I do. Я знаю, вы чувствуете себя так же, как и я себя чувствую. I want them to become a believer in Jesus Christ like me. Я хочу, чтобы они стали верующими в Христа, как и я. But you have to start where they are Но начинать надо там, где они, to get them to come to where we are. чтобы привести их туда, где находимся мы. And sometimes И иногда the methods that we are using методы, которые мы используем, cause young rebels to say, I'm not interested. они причиняют то, что молодые люди, особенно бунтари, говорят, ну, мне не интересно. The methods we're using Методы, которые мы to используем, evangelize people евангелизировать людей, sometimes is outdated они уже с прошлого века and no отсталые, longer effective. и они больше не эффективны. Look what you've done. Что вы делаете? You've started singing with the words on the wall on a screen. Вы начали петь со словами на экране. What is that? Что это такое? A wonderful innovation. Это интересная инновация. Look what you've done. Что вы делаете? You've started these wonderful youth camps Вы проводите эти молодежные лагеря, where 100 kids come где 100 детей приходят, and 70% of them are from non-Christian и homes. 70% из них из неверующих семей. What is that? Что это? Creative Это methods творческий новый for подход attracting non-believers. для привлечения Anything неверующих. you can do. Все, что вы можете делать. Here's what liberals do. Вот что делают либералисты. Liberals change the message. Они само послание меняют. The religious world changes the message. Религиозный мир, он именно само послание меняет. That's what the liberals do. Это либералисты делают. What is the mistake that conservative Christians make? А какая же ошибка у консервативных христиан? We refuse to change the method. Мы, в отличие, именно отказываемся методы менять. And Sunday after Sunday, И воскресенье за service воскресенье, after service, служение за it's служением, the same old, это все то же same самое, old, все то же самое, same old, и то же самое, same old. и то же самое. We are still presenting the gospel Мы продолжаем Евангелие преподносить like it was done in the communist era. так, как это было во время коммунистов. The same order of service. Точно такой же порядок служения. When half the people in the congregation Когда половина людей присутствующих, have a totally different mindset. у них совсем другие мысли были в No, голове. I'm not encouraging you to use loud drums and loud И guitars. да, я не говорю сейчас о громких гитарах или громких барабанах. I'm not being that radical. Я не такой радикальный. But I'm saying Но что я говорю? there are changes that we can make. Что есть перемены, которые мы можем сделать. For example, Например, if I was planning an evangelistic service, когда я планирую служение евангелизационное, I wouldn't do it like the average Baptist church does it. я бы не делал его так, как делает стандартная церковь баптистская. First of all, Во-первых, I would say to me, я бы себе сказал, you can only preach for 25 minutes. ты можешь проповедовать максимум 25 минут. They can't listen to a 45-minute sermon. А они не будут слушать 45-минутную проповедь. And we're going to sing 3 songs, И мы споем 3 песни, and we're going to say to и everybody, мы скажем всем you're welcomed here. «добро пожаловать». And we're going to have a testimony of somebody coming to Christ. И также у нас будет свидетельство, если кто-то придет ко Христу. And we're going to have one more song, И потом еще одна and then песенка, I'm going to preach. и я And the попроповедую, service is going to be over и служение закончится in 1 hour and 15 minutes. за час 15. Why am I doing that? Почему так я это делаю? Because I'm not presenting a service to the faithful members. Потому что я сейчас не служение представляю верным христианам. I'm doing this for non-Christians. Я сейчас делаю что-то для And they're неверующих. not going to stay 2 hours and 15 И они minutes. не будут сидеть 2 часа 15 минут. So I'm designing the service И поэтому, когда вы планируете for the служение people I'm trying to reach. для людей, которых вы пытаетесь привлечь, And if we want to do effective evangelism, и когда мы хотим делать эффективный евангелизм, we've got to listen to what people are saying. нам надо слушать, что люди говорят. Do you realize in our English language schools, Знаете ли вы, что в наших школах we английского used to print out leaflets to be handed out on the mashutkas and on the streets? мы раздаем буклетики, которые раздаются в маршрутках, на улицах.
So here is a dear godly babushka И бабушка, например, хорошая, добренькая бабушка, handing a верующая, leaflet about an English language school дает флаер о нашей школе кому-то. to a 22-year-old university student. Например, студенту, которому 22 года. That's the way to advertise? Так мы рекламируем? Absolutely not. Нет, не так. Most of our people Большинство наших are людей young adults, это молодые and взрослые they learn люди. about the English language event И они узнают о нашей школе over the internet. через интернет. Over the internet. Через That's where интернет. they hear about it. Вот где они об этом услышали. We once could not even print religious literature. Был момент, когда мы даже не могли ничего религиозного печатать. After we could print religious literature, Но когда появилась возможность печатать, nobody would read it. никто уже не читал. That little leaflet that was given to that young woman, Это маленькое пригласительное, которое кто-то кому-то дал, she throws it away. их просто выбрасывают. But if she goes on the internet Но если она зайдет в and интернет, says, и где написано English language event for you, «Школа английского для тебя», we'll help you learn international conversational English. мы надеемся, ты выучишь международный разговорный язык. Sign up over the internet. Регистрируйся прямо в интернете. And she signs up, И она and we регистрируется, go to some places, and there's already 800 people signed up и она приходит, а там уже 800 человек, которые зарегистрировались over the internet. через интернет. And of the 800 signed up, И 800 уже записаны. 700 of them are without Christ. И 700 из них еще не знают Христа. What are we doing? Что же мы делаем? We are finding effective methods Мы ищем эффективные методы, to reach people. чтобы достигать людей. We're thinking of how can we reach them. Мы думаем о том, как нам их достичь. Right now, English is an effective way. Сегодня английский, он эффективен в And этом as плане. crazy as it sounds, И действительно это звучит... there are people who will be Странно. attracted to hear these Texas cowboys sing with cowboy hats on. Но есть люди, которых привлекают вот ковбои в шляпах. We attracted over 5,000 non-believers Мы привлекли больше 5000 неверующих человек. in just a week and a half to hear the gospel Просто за 1,5 недели, и они услышали Евангелие. using these crazy Texas cowboys. И используя для этого вот этих crazy ковбоев. Exactly. И And естественно, I'm saying to you, что я вам говорю? if we want to reach people, Если мы хотим достичь людей, we have to start out by saying, нам надо начинать вот как. how do they think? Как они думают? Not how we think. Не как мы думаем, How do they think? а как они думают. If that's the way they think, Если они так думают, let's start where they are давайте мы начнем там, где они, and lead them и проведем to их where we are. туда, где мы. But if you don't start where they are, Но если мы не будем начинать из того места, где они they're находятся, never going to hear the invitation. то они так и никогда не услышат приглашение ко So Христу. we've gone to the internet. Поэтому мы перешли на интернет. Who comes? Кто приходит? Young businessmen, Молодые бизнесмены, university students, студенты университетов, young people. молодые люди. We have changed the method of our advertising, Мы изменили метод нашей рекламы. and it's effective. И это эффективно, But сработало. if we were just putting posters in the church Но если бы мы просто бы клеили рекламы в церквях and handing out a few leaflets, и раздавали бы the буклетики, people we приглашения, want to reach то люди, которых мы пытаемся would never привлечь, come. не пришли бы. So I'm saying to you, Поэтому, что я вам говорю? let God stir your heart Пусть Бог твое сердце возбудит. and ask the question, И задайте себе вопрос. how do we reach them? Как нам их достигать? What creative method could we use? Какой креативный, творческий метод A использовать? final illustration and then I'm finished. Последняя иллюстрация, и будем заканчивать. We came to Ukraine Мы приехали в Украину in 1967. в 1967. Exactly. And we went to Baptist churches Приехали в Баптистскую церковь, and we looked посмотрели and we said, these are some of the most godly people we've ever met. и сказали, это наиболее всего Божьи люди, которых когда-либо мы встречали. And they embraced us.
И они нас and обнимали, loved us. любили нас. And then we went out on the street И когда мы вышли на улицы and saw a different kind of person. и увидели совсем других людей, And we asked the question, и мы задались вопросом, how do we get those people on the street как мы тех людей с улицы to come into a Baptist church сделаем и приведем в баптистскую церковь, to hear the gospel preached? услышать там And we Евангелие. prayed about this. Мы молились об It этом, was a mystery. и это было чудо. But eventually, Но вдруг someone gave us the idea. кто-то дал нам идею. Teach conversational English. Учите их английского, These young people need that разговорного. for their future. Этим молодым людям надо этот язык для будущего. And what happened? И что же произошло? They started coming Они начали приходить by the hundreds сотнями. and the hundreds. Сотнями. Now listen, Послушайте. if I had have said, Если бы я сказал, come and hear a Baptist evangelist preach, приходите и послушайте проповедь евангелизационную, what would they have said? что бы они сказали? No way. Нет, спасибо. But they will come, Но они придут, and when they see love, если увидят любовь and they see how we will help them, и то, как мы им помогаем, they will say, они скажут, now сейчас, I'll listen to your message. я вот слушал тебя. How did we reach them? Как нам их достигать? Saying, where are they? Задайте вопрос, где, These young people, где они? Где эти молодые They want to люди? learn conversational English Они хотят изучать английский язык, so they can have an international job. чтобы у них была международная работа. Listen, we give them what they want, Мы даем им то, что они хотят, that we might earn the right to give them what they need. чтобы этим заработать право дать им то, в чем они нуждаются. What do they need? В чем они нуждаются? Jesus Christ. В Иисусе What do Христе. they want? А чего они хотят? English language. Английского So we'll языка. give them what they want, И мы даем им то, что они хотят, that we might give them what they need. чтобы этим самым заработать право дать им то, что им надо. What do they want? Чего они They хотят? want to hear Texas cowboys sing. Они хотят услышать, как ковбои из Техаса поют. We'll give them what they want. Дадим им то, что они But хотят. we'll have a chance to give them what they need Но этим заработаем шанс дать им то, что им and tell надо. them that they need Christ. И расскажем, что они нуждаются во Now Христе. it takes wisdom, Так, для этого надо and you have to know how to do мудрость. this. Надо знать, как это делать. But why shouldn't a godly Baptist girl Но почему бы верующая, набожная баптистская девушка, teach an exercise class преподавая уроки аэробики и упражнений, and invite 13 non-Christian girls to come? и приглашая 13 неверующих девушек, And while they're there, и пока они там, she gives them a Bible study. она им там прочитает Библию. Дадет- Who ever heard of anything like that? Кто еще мог когда-нибудь слышать о подобном? Sounds crazy to me. Звучит crazy. Crazy. Absolutely crazy. Именно так. But she won some of them to Christ. Но она спасла некоторых и привела ко Христу. There is such a thing as being wise Есть понятие and creative. вот какое: быть мудрым и And Paul творческим. said, И Павел говорил: I use all means я использовал все, to win some. чтобы завоевать хоть кого-то. And I'm saying to you, И говорю вам, what creative things can you do какие творческие методы вы to можете attract использовать, non-believers? чтобы привлекать неверующих. Let God guide you Пусть Бог проведет and вас use a new method и позволит использовать новые to методы, reach people who never ordinarily come to church. чтобы достигать людей, которые просто так в церковь не придут. Let's do effective evangelism Давайте заниматься эффективным евангелизмом. and let's win them. Давайте завоюем That их. is my plea. Это мое желание и молитва. Thank you Спасибо for вам allowing this time. за то, что вы разрешили провести это Now время. let's ask some questions. Имейл. Okay. We're going to do that in a minute, but right now we want to look at this. Да, смотрите, вот телефон уже был, а еще имейл. One of those guys said, Один из этих ребят the сказал: church and God does not love me. церковь и Бог не любят меня. Write him a letter that says, yes, we do care about you. Напишите им письмо и скажите: да, мы любим вас. One man said, Один человек сказал, другой:
I'm an atheist. Я атеист. Being forgiven by God couldn't be that easy. Быть прощенным Богом не так и просто. Write him a letter. Напишите им. And I'm going to write him a letter. И я им напишу. And Jen's going to write him a И letter. Джен им напишет. And Valera's going to write him И a Валера letter. им напишет. And you're going to write him a И letter. вы им And we're напишете. going to say to them, И мы скажем им, you are loved тебя любят. and prayed for, И о тебе молятся. and we do care about you. И нам не все равно о тебе. Now, Сейчас questions. вопросы. Thank you very much. We'll go home. Спасибо большое, идем домой. No, I'm serious. Не, я серьезно. Yes. Да. Yeah. I think I understand your question. Думаю, я понял твой вопрос. And I think that you're the only one to help them come into the church. Я думаю, ты как раз единственная та, которая может помочь им прийти в эту церковь. And you need to pray that your church И ты должна молиться о том, чтобы твоя will церковь be open to them. была открыта для них. And God will bring that spirit to your church. И Бог даст такой дух твоей церкви. Let me tell you what I preached on recently. Вот о чем я недавно молился. I preached on that passage where Jesus threw out the net and caught all kinds of fish. Я помню, когда Иисус вытянул и много-много рыбы, помните? And I said to a Baptist church, И я говорил пастору в церкви what баптистской, if we preached the gospel и что если мы проповедуем Евангелие, and we had a man и был бы у нас человек, who had tattoos у которого было бы тату from his nose to his toes? от носа к пятам, Repent. и он бы покаялся. Would you welcome him into this church? Вы приняли бы такого в свою церковь? Somebody covered with tattoos? Такого полностью укрытого repented, татуировками. И знаете, Would you welcome him? вы бы его пригласили? And I paused dramatically. И в эта пауза And драматическая, somebody up in the balcony и said, кто-то там он на балконе сказал, listen to this. послушайте, I'm from the Pentecostal church and we'll welcome him. мы из пятидесятников, мы примем такого. I'm telling you, Говорю вам, God's people need to be the most welcoming people in the world. Божьи люди, это должны быть те люди, которые больше всего принимают людей этого мира. I'm going to tell you one more true story. Еще одна реальная история. Jan went to a place. Джен как-то пришла к She had моменту, torn her nail она оторвала себе палец. and she didn't have Ноготь, ways ноготь. of clipping it. And she went to have a manicure. И пошла она делать маникюр. She had lifted a suitcase and had ripped her nail on her finger. И когда она поднимала свою сумку, она оторвала кусочек ногтя. And I said, go have her trim it and have a manicure. Я говорил, иди, все равно делай маникюр, пусть это ремонтируют. She went to this place Она пошла туда, and this girl sat down. и девушка сказала там, And Jan started witnessing to her. и Джен начала ей She said, свидетельствовать. you have such a loving touch when people come in here. Она говорит ей, ты так нежно касаешься, когда люди к тебе приходят. Let me tell you about the Lord, Можно тебе о Боге рассказать? who's got a more loving touch than you could ever imagine. Который касается намного более нежно, что ты даже не можешь представить And the себе. girl giving her a manicure И девушка, которая делала маникюр, started crying. начала плакать And she said, и сказала, I've got Baptist parents. у меня родители баптисты, And I've never repented. и я никогда не каялась. And I came home last week И на прошлой неделе я пришла домой with a tattoo. с татуировкой. And my Baptist parents said, И мои баптистские родители сказали, you're going to go to hell. ты пойдешь в ад. And since you have this tattoo, И пока у тебя эта you татуировка, won't be welcomed at our church. тебя не примут в нашей церкви. And she sat there and cried. И она это сказала и And she плакала. said, И сказала, I know I'm wrong. я знаю, я не права. Listen, Послушайте, but they are too. но они тоже не правы. And she was talking about that Baptist congregation. И она рассказывала о том собрании баптистском. Welcome sinners Принимайте грешников and share God's love and His power to change lives. и делитесь Божьей любовью, которая меняет жизни.
Start praying that your church will welcome those people. Начинайте молиться, чтобы ваша церковь принимала таких людей. And if we don't start welcoming sinners, Если мы не начнем принимать грешников, our churches are going to cease to grow. наши церкви начнут падать в росте. Oh, let us welcome sinners. Давайте принимать грешников. Jesus was talking to a woman Иисус говорил к женщине, that had been divorced 5 times которая была 5 раз разведена and was having sex with a man и занималась сексом с мужчинами, that she was not married to. с которыми она не замужем. And the disciples walked up and said, И апостолы подошли и сказали: "We're horrified ужас какой, that you would talk to somebody like that." говорить с кем-либо вот таким. We've got to love sinners Нам надо научиться with любить clean грешников hearts чистым сердцем, and with a compassionate attitude. со страстью к ним, There's hope for you. что есть надежда для них. And I want to walk with you И я хочу пройти с тобой into этот the путь arms of Jesus. к рукам Иисуса Христа. Next question. Еще вопрос. I have an example. A woman came to our church 6 years ago, and she was like 84. She's in our church for 6 years. She was baptized, and I asked her, "Why did you come? What's the reason?" And she said, "We were poor, and with our children we were visiting a church, and they were showing us love. We didn't know how to read because it was a long time ago. We were just praying." That was the kind of evangelism then. But after 7 years, she came and repented. After 7 years. And another example. May I give you another example? Today, many people know how to fly to the space. They know that computer technologies. But back then, people knew less but understood more. When people were married, there were no children houses. Less divorces were then. One sister was invited to the conference, the sister conference. They invited her to share about bringing her children to church. It was in a village, faraway village. And she told them about bringing her children to Christ. There was a little church, and she decided to pray and fast about her daughters. She had 8 daughters. In Saturday, we were taking a bath and brought them to the church. That's how she evangelized her daughters. And all of her 8 daughters got married with the guys from the church. Let me tell you another word for evangelism. И я скажу кое-что еще о евангелизме. Practical love in action. Практическая любовь в действии. And that's what you gave us examples of. Это ваши примеры. You can't evangelize people Невозможно евангелизировать людей, that God has not given you love for them. которым Бог не дал тебе любовь. And that's a wonderful example. Это хороший пример. 2 wonderful examples. Два Next question. хороших примера. Еще вопросы есть? Any question that you want to ask, Любой вопрос, который у вас есть, который хотите задать. even if it seems to contradict me. Даже если вам кажется, что он меня как бы запутает, напугает. Michael, what about this? Майкл, как насчет вот этого? Any question you want to ask? Любой вопрос, который у вас есть. Yes. Да. You look intelligent. I'm sure it's going to be an Вы очень intelligent умно question. выглядите, и будет умный вопрос. It's gonna be another question. Как бороться с безразличием в церквях евангельских на сегодня в Украине? Many people in our churches doesn't want to do anything. How to fight with that? They just don't care about it. Well, this problem Эта проблема безразличия is typical
Это обычная проблема. And we need to fast and pray И нам надо поститься и молиться, that God would come by His Spirit and stir those people's hearts. чтобы Бог пришел и своим Духом Святым пронзил эти сердца. If a person doesn't have a desire to serve the Lord, Если у человека нет желания служить Богу, I don't think it does much good to correct them. я не думаю, что это приведет к хорошему, если просто их менять, этих You людей. shouldn't be like this. Там нельзя так I поступать. don't think that works. Я не думаю, что это I сработает. think you have to fast and pray and say, "Oh God, come and revive our church and stir the hearts of our people." Наоборот, надо молиться и поститься, чтобы Бог пришел и коснулся и пронзил Духом Святым сердца этих людей. And so it's a common problem, И это обычная and it's проблема. not just a Ukrainian И problem, это не только украинская проблема, but we've got to mobilize our people. но нам надо мобилизироваться с нашими силами. It makes me sick in my stomach Мне плохо становится, когда to walk down the streets of Kyiv я иду улицами Киева and see Mormon missionaries riding by me on bicycles и смотрю, как мормоны на своих велосипедах едут возле меня, and see Jehovah's Witnesses standing in the park. и когда вижу, как иеговисты стоят в парке, And I want to cry out, я хочу просто плакать и where кричать. are the true people of God? А где настоящие Божьи люди? And we've got to ask God to send revival to our churches И мы должны умолять Бога, чтобы послал возрождение в наши церкви and set people's hearts on fire. и зажег сердца людей. We must pray about this. Мы Yes, должны brother. об этом молиться. Listen, I want to tell you about Sumi. Вот что о суммах я расскажу. We have tried to come to Sumi on 2 or 3 different occasions. Мы уже 2 или 3 раза пробовали приехать в Сумы. And I'm like the Apostle Paul. И я, как апостол Павел, We were hindered from coming. нас отстранили от приезда. But he wrote the church in Rome Но он написал римлянам and said, и сказал: I'm coming at last. я приду хотя бы в последний раз. Well, we want to come to Sumi. Мы хотим приехать в It's one of Сумы. the largest cities in Ukraine that we've never been to. Это один из больших городов в Украине, в котором мы еще не были. You choose the biggest hall in your city, Итак, найдите самый большой зал в городе. and I can bring those Texas Cowboys, И я привезу туда своих ковбоев. and we can fill it with non-believers. И мы наполним этот зал неверующими And людьми. I promise you, I will tell them about Jesus. И я расскажу тем людям об Иисусе We Христе. can talk about it later. Поговорим об этом Yes, попозже. brother. Да, брат. Майкл, вот передо мной неверующий человек. Бывает обстановка, которая была в реакцию что-то сказать. Но бывает такая обстановка, вот становится вот как будто как стопор. Вот, что бы ты посоветовал, чтобы вот как бы переступить вот этот именно этот порог? Sometimes Иногда God may stop you. Бог может останавливать вас в эти моменты. God stopped the Apostle Paul from going to Bithynia. И Бог даже иногда апостола Павла останавливал, чтобы не идти в тот город. But Вифанию. sometimes Но the иногда devil stops you. Дьявол останавливает. And the way that I would start with a person like that И как бы я начал разговор в такой ситуации? is like this. Вот так, например. Hello, my name is Michael. Привет, меня зовут Майкл. And I don't know you, Я тебя не знаю, but I'd like to become your friend. но я бы с тобой подружился. And just start a conversation. И просто разговор начните, And любой. let that natural conversation Пусть этот естественный метод lead to a Christian разговор witness. приведет к вас к свидетельству. We don't need to start our witnessing like this. Нам не надо начинать наше свидетельство вот так. Do you know Jesus Christ died for you? Ты знаешь, что Христос за тебя умер? Do you know you need to repent? А ты знаешь, что тебе надо покаяться? That comes later. Это вы попозже скажете. Build a bridge of friendship Сначала стройте мост дружбы to that person's life. к жизни этого человека. And if that person tells you that he doesn't want to be your friend, И если в итоге человек этот скажет, что не хочет с вами таким and the door is дружить, shut, и дверь закроется, you can just smile and say просто thank you. улыбнитесь, скажите спасибо. In our English language schools, we give out copies of the New Testament. В нашей школе английского мы раздаем копию Нового Завета. And if a person says no, Если кто-то говорит
Спасибо. You know what our teachers do? Что делают наши учителя? Smile Улыбаются and say, просто thank you for being my friend and thank you for being honest with и me. говорят спасибо, что ты дружишь со мной и что ты честный со But if мной. you change your mind Но если ты поменяешь свои before the мысли English language school is over, до окончания нашей школы, I've got one for you. у меня Библия твоя с We собой. never confront them. Мы никогда не стоим перед In ними what? и не говорим, You don't что want a Bible? ты не хочешь That's the word of Библию? God. Это же How Слово dare you? We Божье. never do Как ты that. так можешь? Мы так If никогда they не say делаем. no, Если они отказываются, smile мы and улыбаемся say, и говорим, thank you for being my friend and telling me how you feel. спасибо за дружбу и за то, что ты открыт со мной о своих чувствах. But if you change your mind, Но если ты поменяешь свои I've got one мысли, for you. можешь прийти забрать свою Библию. And try to handle that situation И мы пытаемся держать ситуацию эту like you're their next door neighbor так, как бы вы соседи, вот в соседней двери живете. and try to avoid И пытаемся как-то a уйти от confrontation конфликта until you build a bridge of friendship. до тех пор, пока мы не построим с ними дружеский мост. Here's what we tell our American teachers. Вот что мы говорим нашим американским учителям. Build a bridge of friendship Стройте мост дружбы from your heart от своего сердца into their heart. к их сердцу. And then say, И потом скажите, Jesus, cross over this bridge Иисус, перейди этот мост and touch their life. и коснись их жизни. Who else wants to ask a question? У кого еще есть вопрос? Yes? Да, пожалуйста. У меня такой вопрос интересует. У нас за последние 20 лет много людей покаялось на стадионах. Я вот, если эти люди в церковь не пришли, можно ли считать, евангельски, я не говорю только евангельски, можно ли считать, что это люди уверовали или нет? I think you need to pray for those people who responded Я думаю, надо молиться о тех людях, которые because тогда many of those people responded отозвались. out of emotion and out of just the moment. Потому что много людей в эти концерты, как бы, они на эмоциях каются. And it's true that maybe many of those people did not truly open their heart to И Jesus. правда и в том, что многие из этих, возможно, и не по-настоящему We can't judge them, обратились. Мы не можем их but we судить, can pray for them но мы можем о них and молиться. we can ask God, И можем просить Бога, but there is the opportunity for you to say, но есть возможность вам сказать, I saw you respond to Christ. я вижу, ты отозвался на зов Христа. Is there love in your heart for Him? Есть ли любовь в твоем сердце к And Нему? if they say yes, Если они скажут «да», say, well, let me encourage that тогда love. скажите, слушай, давай я тебе расскажу как. Different situations can be handled in different ways. И разные ситуации по-разному надо воспринимать и But принимать I know решения. about that period of time Но я знаю о том периоде when истории, people came to the stadium когда люди приходили на стадионы, and responded, они отзывались на зов, maybe without really truly repenting and believing. и, скорее всего, часто без реального покаяния. And many of those people И многие из этих were людей not true converts. на самом деле не по-настоящему обратились. But in that number, there are some И то число, там, наверное, только несколько из них. who need to be loved and helped. Но они должны ощутить любовь и And you can помощь. do that. И это можно делать дальше. But we can't judge them. Но мы не можем их судить. But we can pray for them Но можем о них and молиться. we can reach out to help them. И стараться им помочь. Another question before supper time, quickly, Еще вопрос перед ужином. before we Быстренько. go to eat. Перед тем, как пойдем кушать. Another question. Еще вопросик. Anybody? Кто-нибудь? Pastor here. Пастора? Пастор здесь. Ужин еще не сейчас, братья и сестры, да? Ужин в 6:30 у нас. Я хочу поблагодарить от вашего лица Майкла, да? Понравилось вам? Да? Давайте скажем все вместе. Thank you very much. 3-4. God bless you, Michael. Thank you very much. And thank you for your ministry in Ukraine and in seminary. Thank you. Я хочу поблагодарить также брата Валерия. Я думаю, вы не знаете, но он с одного иностранного языка переводил на другой иностранный язык. Потому что его родной язык украинский, он всю жизнь говорит по-украински, да. Но из-за того, что у нас есть братья молдаване, да, которые приехали к нам, и не все знают украинский язык,
поэтому он вынужден был переводить на русский, и для него это было очень нелегко, но это была жертва любви. Поэтому слава Богу, мы благодарны и брату Валерию. Кстати, он приехал из Черновцов только вот для этой конференции, и сейчас вот 8 часов у него поезд назад, поэтому благодарность тебе, Валерий, и надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. Дорогие друзья, я думаю, что все мы получили очень много информации, и теоретической, и практической информации, и мы надеемся, что первый день занятий прошел плодотворно, да? Вы вкусили, что такое быть студентами, те, которые еще не были, и те, которые были, вспомнили, что такое быть студентами, да? Но сейчас уже намного проще, потому что нет тестов, нет экзаменов, да? И вы можете расслабиться и просто наслаждаться обучением, Я думаю, что мы сейчас помолимся, поблагодарим Господа, попросим благословения вот и на Майкла, на его служение, и на дорогу Андрея, а также других братьев и сестер, которые будут разъезжаться. Валеру, постоянно путаюсь. Да. Поэтому давайте мы встанем, помолимся. Я попрошу, чтобы помолились 2 брата, 2 сестры, и я помолюсь в заключении. Аминь. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за то, что Ты собрал нас вместе, за то, что мы имели эту прекрасную возможность учиться из Твоего Слова, для того, чтобы быть эффективными евангелистами, проповедовать Твое Слово, чтобы оно распространялось по всей земле, чтобы еще многие грешники могли бы обращаться к Тебе и становиться Твоими детьми. Мы живем в последнее время, уже скоро Ты придешь для того, чтобы забрать церковь свою. Помоги нам использовать это последнее время эффективно, особенно тогда, когда у нас есть свобода, когда мы можем свободно проповедовать, свободно возвещать о Тебе. Помоги нам дорожить этим временем и максимально его использовать для славы имени Твоего. Мы благодарны Тебе за Майкла и за Джен, за тот труд, который они совершают в Украине. И они так много трудятся здесь в Украине, потому что мы мало трудимся здесь в Украине. Поэтому помоги, Господи, каждому из нас почерпать вот эти вот знания и использовать их в своем практическом служении. И благослови Майкла и его команду, Господи, что все те, которые совершают труд, которые проповедуют Евангелие, которые провозглашают Твое Слово, давай им необходимые силы, крепости, здоровья. Мы благодарны Тебе, что Майкл является для нас примером посвященности, примером того, что люди могут быть и в старости плодовитыми и сочными. И помоги нам, Господи,
Взирая на наставников наших, подражать их вере, помоги нам, Господи, самим исполняться Духа Твоего Святого и быть верными и послушными Твоему Слову, чтобы Ты мог использовать нас как Твои инструменты, как Твои орудия для Твоей славы, потому что Ты единый достоин чести, хвалы и благодарности. Храни, Господи, в пути тех, которые будут разъезжаться, и Майкла, и Джен, и Ксению. Просим, чтобы Ты хранил также и Валеру. Благослови, Господи, каждого из них в отдельности и помоги, чтобы те, которые остаются в семинарии, могли бы плодотворно также проводить время общения и подготовить к завтрашнему дню занятий. И будь прославлен за все наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим приветствуйте друг друга. И завтра завтрак у нас 8.